Добрый день, друзья! Сегодня продолжение нашего эксперимента о поливе 20 орхидей с разными удобрениями. Перед отпуском я вам рассказывала, что я полила эти все 20 орхидей последний раз и оставила их на длительную просушку. Просушка получилась 20 дней. После приезда я полила их просто чистой водой. Сняла вам маленький кусочек видео, как я их поливала. Сейчас я его вставлю в это видео. Первый полив после длительной просушки будет просто чистой водой. Вода, как всегда, от 28 до 30 градусов. Я просто заливаю все наши экспериментальные орхидеи водой. Даю им постоять примерно полчаса. И после 30 минут воду сливаю. Ждем следующей просушки и будем поливать с удобрением. Это, наверное, будет примерно через неделю. И сегодня орхидеи опять просохли. И мы продолжаем наш эксперимент и поливаем их теперь с монофосфатным удобрением. Сначала хочу вам рассказать о разных удобрениях с большим содержанием фосфора и калия. Но нас сейчас интересует большое содержание калия. Поэтому сначала про удобрение. Вот про это удобрение я вам уже рассказывала весной. Ссылочку на видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. И от этого удобрения у меня зацвело очень много орхидей. Я его использовала, рассказывала, как я там его использовала. Сейчас это удобрение появилось в новой упаковочке. Если кто-то купил такое удобрение, поливайте теперь с таким удобрением. А я вам расскажу еще о двух удобрениях, которые я нашла у нас в продаже. К сожалению, не нашла в продаже удобрение Плантофит. Есть такое удобрение, в котором содержание калия 57%. Но у нас, к сожалению, его продавали только летом. И когда я уже хотела его купить, достать и купить я его не могу, просто не привозят на базу. Называется Плантофит. Плантофитом я удобряла большим содержанием азота. Где-то я его показывала, если найду видео, тоже оставлю его, показывала это удобрение, там было содержание азота 30. И у них еще в линейке удобрений есть такое удобрение, в котором 57% калия. Замечательное удобрение, буду искать его зимой и весной, и, наверное, уже в следующем году будем делать эксперимент именно с плантофитом. А сейчас об этих удобрениях. Нашли это удобрение, используем это удобрение. Здесь нужно использовать 1 грамм на литр. Вот такие буйские удобрения. Оно очень дешевое, стоит всего у нас в Ашане 9 рублей. Очень доступное по цене. Так что очень хорошее удобрение. Используем. Есть чуть дороже удобрение. Называется фертика. Кстати, эти орхидеи мы и поливали фертикой, только там было равное количество азота, фосфора и калия. Все орхидеи пустили корешки, пустили новые листики, замечательно приготовили себя к цветению, или мы их приготовили к цветению. Следующее удобрение можно использовать, если у вас есть фертика люкс. Здесь содержание, здесь есть азот, конечно, но его значительно меньше. Например, азота здесь 16, фосфора 20, а калия 27. Тоже подходит такое удобрение. Но я нашла еще одно удобрение. И не важно, что оно не для цветов. Оно у меня в пакетике, потому что пока я собиралась вам его показывать, кот решил, наш любимый рыжий кот, который часто у нас появляется в видео, решил покусать этот пакетик. Сразу скажу, не отравился, с котом все в порядке. Смотрите, удобрение для томатов. И кто-то может сказать, да оно же не подходит для цветов. Ну почему же не подходит? Давайте смотреть на его состав. Поворачиваем. И здесь как раз состав, тот, который нас будет просто замечательно устраивать. Азота всего 7,5,
фосфора 12, а калия аж 36. И давайте для чистоты эксперимента я буду использовать сейчас именно это удобрение. Количество удобрения, которое рекомендует производитель, он рекомендует 20 грамм на 10 литров, то есть 2 грамма на литр. Сейчас я его взвешу и разбавлю в 10 литрах воды. Я уже приготовила теплую воду. Вода, как всегда, или отстойная, или из фильтра обратного осмоса, как у меня. Вода чистая, специально использую для орхидей такую воду. 28 с небольшим градусов. И вы знаете, я всегда об этом говорю, что вода для полива орхидей должна быть от 28 до 32 градусов. Буду опять использовать свои ювелирные весы. Но помимо этого в этом удобрении опять же присутствуют микроэлементы. Так, мы берем на 10 литров 20 грамм. Я думаю, что чуть больше это не страшно. И еще раз показываю вам состав. Здесь есть сера, железо, марганец, бор, медь, молибден и цинк. Это очень хорошие микроэлементы для орхидей. Высыпаем. И обязательно размешиваем. Помните, то первое удобрение, у нас вода становилась такого нежно-зеленого цвета. С этим удобрением у нас вода стала немножечко желтая. Так как здесь есть микроэлементы, опять хорошо размешиваем, даем водичке с удобрением постоять минут 5, для того, чтобы, видите, там осадочек внизу ведра. Вот чтобы хорошо все растворилось обязательно, даем постоять минут 5. Потом еще раз перемешаем и будем поливать. Все удобрение растворилось, я его еще раз перемешала, и теперь мы начинаем поливать орхидеи. Покажу вам сейчас корни в горшках. Ну, хотя бы в одном горшке. Такие сухие корни я буду поливать. Это один горшочек сейчас. Сейчас покажу еще один горшочек. Вот совершенно сухие корешки. Очень часто спрашивают перед поливом удобрения, замачиваю ли я корешки в простой воде для того, чтобы они намокли, потому что кто-то где-то сказал, что корешки можно обжечь. Нет, я никогда этого не делаю, потому что если веломен подсушен, значит у него уже водички в нем мало. Видите? Корень такой полусухой. И если я сейчас ему дам простой воды, он моментально напитается водой. И куда он тогда будет впитывать удобрение? То есть он тогда возьмет очень мало удобрения. А мне бы хотелось, чтобы именно корешки попили с удобрением. Причем все процедуры по удобрению нужно делать в первой половине дня, потому что как раз корни пьют в первой половине дня. И веломен впитывает в себя воду. Потом еще одно мнение. Давайте я буду поливать и рассказывать вам еще один, я даже не знаю, как его назвать, мнение это или мнение, но тоже часто об этом говорят, что нужно сделать половину удобрения, потому что можно обжечь корни, потому что удобрения очень какие-то концентрированные.
Ну, исходя из своего опыта, могу сказать, что обычно производитель удобрений занижает дозу. Вот именно для того, чтобы вы не обожгли корни орхидеи, чтобы именно не переудобряли. Ну, сложно сказать, можно ли переудобрить орхидею или нет. Ведь она возьмет именно то количество удобрений, которое ей нужно. Так что не думаю, что можно переудобрить орхидею. Конечно, если вы возьмете концентрацию повышенную в 2-3 раза больше, чем указал производитель, тогда это вполне возможно. А если вы возьмете концентрацию именно ту, которую производитель написал на пакетике, то ваша орхидея вам скажет только спасибо. А если вы уменьшаете дозу, ну, простая аналогия, если вас кормить в 2 раза меньше, как вы думаете, вы похудеете или нет? Так и орхидеи. Если их кормить в 2 раза меньше, они зацветут или нет? Ну, зацветут, наверное. А может быть и нет. Наливаю удобрения во все орхидеи и дам им постоять с удобрением 30 минут. Орхидеи полчаса постояли в растворе с удобрением. И теперь я просто выливаю воду. Как я это делаю? Очень часто опять же задают вопрос, а как же слить с двойного горшка? То с двойного горшка слить очень просто. Вынули орхидею, видели, что все корни зеленые, стали ярко-зеленого цвета. И просто сливаю воду и опять помещаю назад внутренний горшок на свое место. И оставляю орхидею опять для полной просушки. У меня сейчас это получается примерно раз в 7 дней. Что я дальше буду делать? Я буду чередовать поливы. Один полив с удобрением, другой полив просто чистой водой. Наш эксперимент продолжается. Наблюдаем. Если кому-то интересно узнать продолжение об этих орхидеях, нажимайте на колокольчик, вам будет приходить оповещение о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья!